Вот вышел в эфир интересный человек, Вадим Ловчиков. Интересный тем, что он высмеивает формулы физики, а также законы, правила и так далее. Но так как он преподносит, получается весело и очень интересно. Здесь он пишет, если кто что знает, то скажите ему. Поэтому я 5 вопросов записал и поэтапно сейчас расскажу. Значит, здесь он показывает, положительных и отрицательных зарядов нет. И на опыте показывает. Вот так. Вот натер ручку. А потом притягивает. То есть это сначала отталкивается, а потом притягивается. Сейчас объясню, как это происходит, но для того, чтобы было понятно, нужно от начала, что такое электрический ток. Вот провод. Разрезаем провод и смотрим. Есть атомы, это шестигранные соты, это атомы. А каждый атом имеет ядро. Теперь что такое ядро? Открываем крышку, посмотрим. В одном ядре еще 2 ядра. Но эти 2 ядра, они одинаковые все. По своей структуре и по величинам. Поэтому они вращаются. Вот если все эти ядра вращаются против часовой стрелки, то тогда на меня смотрит Северный полюс. То есть понятно, да? Значит, вот еще покажу руками. По проводу изначально. Кстати, Вадим придумал еще одно слово – эфироворот. Хорошее слово. Только он уже не ворот. Эфир – это начало. Когда вот это вращение этих атомов переходит в критическую точку, появляется эфир и сообщает высшей силе: я здесь, я живой. А уже на основе эфира, то есть ты увидел, ты живой, да, хорошо, давай, живи. И вот когда он живет, он уже на этой основе появляется материя. А материя – это электрическое поле. И в результате чего вот получается это генератор постоянного тока переменного действия. Или, проще скажем, генератор переменного тока. И он же становится родителем всего. Вот сейчас нам интересен электрический ток, поэтому я тебе и показываю. Да и всем. Чем больше людей будет знать, тем выше будет уровень жизни. Позже я объясню, как это сделать. Значит, то есть, когда в генераторе вот это магнитное поле, как оно называется, обрабатывает в общем, когда поворачивается ротор генератора, да, магнитное поле поляризует эфир. И этот эфир – это не материя, поэтому он свободно ходит где угодно. В данном случае идет по проводу поляризованный эфир, и поэтому заставляет поворачиваться ядра атомов в нужном направлении по программе. Вот смотри, как это будет выглядеть. Вот он провод. Прошел эфир. Вот он идет эфир. Все. Вот это и есть электрический ток. То есть никаких зарядов здесь нет. Сейчас, тут еще есть вопрос, что
Что такое заряд, никто не знает. Я знаю, не переживай, сейчас расскажу. Показывай. Там еще, сейчас к этому зайдем. Значит, электрический ток, вот он. Ядра атома никуда не движутся. Тем более эти ядра и сам атом, он живой, с ним можно разговаривать. Поэтому сразу становится ясно, что каждый атом имеет свой собственный генератор, а значит, у него есть все. А так как есть все, то у него еще есть и защита, поэтому никакой заряд он сюда не пустит. Тем более вот там дочка Вадима спрашивает, меня в школе заставляют учить эти формулы, вот эти. А они все тут в основе заряда лежат. А так как что такое заряд никто не знает и нет определения ему, то Вадим сюда вставил слово «херь». Силу делить на херь, получаем это херь делим на время. Правильно, так и надо. Вот, и когда учитель заставляет дочку, например, учить вот эту формулу, сейчас забыли про ток, ладно, и, например, рассказывают, что энергия не возникает ниоткуда. Пожалуйста, вот она, возникает откуда? Ниоткуда. Тут нет ничего, а энергия есть, тем более сила сжатия есть. То есть учителя надо заставлять, докажи или покажи, как это. Если он рассказывает, что электрический ток проходит по проводу, еще и заряды несет, покажи. Возьми сварочный аппарат и покажи. Сварочный аппарат, электрод, там полно всего, и ток, и заряд. Давай покажи, что будет с металлом, если электрический ток пойдет. Он расплавится просто, никуда ничего не пойдет. Короче, пример такой, сахар, это переменный ток, и марганец, это постоянный ток. Вот если взять сахар и марганец, смешать в равных количествах, а потом долить его, и неважно чем, получится короткое замыкание, потому что постоянный ток пробивает переменный ток в самовозгорание. Сахар сгорает вместе с этим марганцем. Кстати, вот еще один пример, как заряжается конденсатор и генератор. Это почти одно и то же. Разница в том, что там между северным... Да, сейчас. Все, заряжен. Значит, разница, что между южными и северными полюсами изолятор стоит. А там, где южный или северный против северного, есть давление. Давление это есть то, о чем ты говорил. И из какого материала состоит атом? Если это вирус, тот же самый, вирус гриппа, азот, водород, то вот эта вся масса это водород, а сам вирус это азот, так он не ядро. Он такая пустота, которая уничтожает жизнь и делает еще одну пустоту, то есть размножается. А если это нефть,
то она такая же, как вода, не, как же ее сказать, перевернутая волна не подходит. Короче говоря, масло лучший изолятор, потому что в нем нет ядер, это жидкость. А масло получают из нефти. Вот, я думаю, теперь понятно. Ну, вот, вроде бы все. В природе все так просто, что проще не бывает. Ну да, просто. Просто потому, что каждый атом имеет свой собственный генератор. Тут он сам работает.